Всем привет! Сегодня расскажу, как засолить сало. Мы приготовим сало с чесноком. Вкуснейший рецепт, сало просто тает во рту. Так солил уже много раз. Покупаю сало всегда на рынке у знакомого мясника. Помыл, нарезал на небольшие кусочки, так удобнее будет складывать в формочку. И сало быстрее просолится. Сало классное, мягкое, как и положено, до 4 см толщина. Засыпаем на дно формы соль и начинаем укладывать сало. Кусочек к кусочку. При этом каждый кусок хорошо посыпаем и обваливаем солью. Сало очень любит соль и впитает в себя столько, сколько надо. Ставим форму в шкаф на 3 дня. Ну вот, и прошло 7 дней. Достаем сало из холодильника. Мой сфинкс Рон тоже ждал, когда же приготовится сало. Сало просолилось, обмякло, дало сок. В принципе, оно уже готово. Ну а мы приступаем ко второму этапу. Я залил сало фильтрованной водой и начинаю убирать излишки соли. Соскребаем ножиком соль и хорошо промываем в воде. Очищаем кусочки, складываем на бумажное полотенце. Теперь нужно убрать лишнюю влагу. Хорошо промакиваем, высушиваем каждый кусочек. После этого мы приступаем к заключительной обработке. Для этого этапа нам потребуется чеснок, черный перец и фольга. Чистим, нарезаем в произвольной форме чеснок. Делаем надрезы в сале. Это нужно для того, чтобы сало фаршировать чесноком. Засовываем туда чеснок. Так фаршируем все кусочки. Это придаст салу насыщенный вкус. И, ребята, не забываем подписываться на канал и ставьте пальчик вверх. Сало зафаршировано, нарезаем фольгу и ложим пару слоев. Посыпаем молотым перцем и положим сало в морозильник на сутки. После этого можно делать дегустацию. Прошли сутки, сало пролежало в морозильнике. Сегодня проведем дегустацию. Для этого у нас есть хреновушка, хлеб, горчица и, конечно же, сало. Сало получилось, пальчики оближешь, мягким и нежным. Ребята, солите сало по этому рецепту. Очень вкусно. На хлебушек с горчичкой, да под хреновушку. Надеюсь, вам тоже понравится. Готовьте вкусно, мужчины, и ни в чем себе не отказывайте.